Рассказ «Как раб стал миллионером». Мотивация на жизнь. Торговец верблюдами из Вавилона. Чем голоднее человек, тем яснее работает его мысль и тем явственнее ощущает он запахи пищи. Таркат, сын Азура, думал именно так. За 2 суток он съел лишь 2 ягодки инжира, ухватив их с ветки, свисавшей над забором чужого сада. Схватить еще ему не удалось, поскольку разгневанная хозяйка ринулась на него с бранью и прогнала с улицы. Ее истошные крики еще долго стояли у него в ушах, пока он бесцельно бродил по базару. И именно они удерживали от соблазна украсть аппетитные фрукты из корзин торговок. Никогда раньше не задумывался он о том, как много еды на вавилонских базарах и как вкусно она пахнет. Покинув рыночную площадь, он подошел к гостинице и стал ходить взад-вперед перед харчевней. Он надеялся, что ему повезет, и он встретит кого-нибудь из знакомых, у кого можно будет одолжить медяк, чтобы заслужить улыбку хмурого владельца гостиницы и вместе с ней радушный прием. Без денег на это рассчитывать не приходилось. Погруженный в собственные мысли, он и не заметил, как оказался лицом к лицу с человеком, встречи с которым желал меньше всего на свете. Итак, перед ним возникла высокая костлявая фигура Дебазира, торговца верблюдами. Из всех кредиторов, у которых он время от времени занимал скромные суммы, Дебазир вызывал в нем особый страх, поскольку Таркат частенько нарушал свои обещания вовремя расплатиться. Дебазир просиял, увидев его. «Ага, вот и Таркат. Именно тебя-то я ищу, чтобы ты вернул мне 2 медика, которые я дал тебе в долг месяц назад, и еще 1 серебряную монету, которую дал еще раньше. Хорошо, что мы встретились. Мне как раз нужны деньги сегодня. Что скажешь, мальчик?» Таркат замер, а лицо его вспыхнуло. На пустой желудок ему меньше всего хотелось объясняться с Дебазиром. «Мне очень жаль, очень», — промямлил он. «Но сегодня у меня нет не то что серебряной, но даже и медной монеты, чтобы расплатиться». «Тогда достань их», — настаивал Дебазир. «Ты ведь наверняка можешь достать несколько монет, чтобы заплатить за щедрость старого друга твоего отца, который помог тебе в трудную минуту. Мне не везет, поэтому я и не могу вернуть долг». «Не везет? Не вини богов в своей слабости. Невезение преследует любого, кто больше думает о том, чтобы взять в долг, а не о том, чтобы отдать его. Пойдем со мной, мальчик, поговорим, пока я буду есть. Я голоден, а тебе я расскажу одну историю». Таркаду меньше всего хотелось слушать откровения Дебазира, но, по крайней мере, речь шла о приглашении к столу. Дебазир подтолкнул его в дальний угол харчевни, где они оба устроились на маленьких ковриках. Когда хозяин заведения Каскор, улыбаясь, подошел к ним, Дебазир вальяжно обратился к нему: «Жирную ящерицу на десерт, козлиную ногу, хорошо зажаренную и обильно политую соусом, хлеб и много овощей, потому что я голоден и хочу насытиться. И не забудь о моем друге. Принеси ему кувшин с водой. Да только охлади ее, сегодня жарко». У Таркада защемило в груди. Неужели он должен будет сидеть здесь и пить воду, наблюдая за тем, как этот человек уминает целую ногу козла? Он промолчал. Он не нашелся, что сказать. Однако Дебазир понятия не имел о том, что такое молчание. Улыбаясь и шумно приветствуя всех знакомых посетителей, он продолжал говорить: «Я недавно слышал рассказ странника, вернувшегося из Урфы, об одном богатее, у которого есть такой тонкий камень, что через него можно все видеть. Он вставил его в окно своего дома, чтобы защититься от дождей. Камень желтого цвета, как рассказывает этот странник, и ему разрешили посмотреть сквозь него, так что окружающий мир выглядит совсем иначе». «Что скажешь, Таркат? Может ли мир предстать человеку в другом цвете?» «Боюсь что-либо предположить», — ответил юноша, которого сейчас больше занимала жирная козлятина, дымящаяся перед Дебазиром. «Я-то знаю, что может, потому что сам видел мир другим, и об этом я и собираюсь рассказать тебе». «Дебазир будет рассказывать», — шепнул обедавший по соседству своему приятелю и придвинулся ближе. Остальные посетители харчевни тоже взяли свою еду и расселись полукругом, чтобы слушать Дебазира. Таркат слышал их возбужденные голоса, видел зажатые в их руках куски мяса. Он один был без еды. Дебазир не предложил ему разделить с ним трапезу, не поделился даже куском хлеба, который упал с тарелки и так и остался на полу. «История, которую я собираюсь рассказать», — начал Дебазир, сделав паузу, чтобы откусить от козьей ноги,
случилось еще в годы моей молодости. Собственно, она и объясняет, почему я стал торговать верблюдами. Кто-нибудь из вас знает, что когда-то я был рабом в Сирии? Удивленный возглас пробежал среди слушателей, и Дебазир остался доволен произведенным эффектом. В молодости, продолжал Дебазир, вновь откусывая мясо, я учился ремеслу моего отца, который был мастером по изготовлению седел. Я работал вместе с отцом в его мастерской, содержал себя и молодую жену. Будучи молодым и недостаточно опытным, я мог зарабатывать совсем немного денег, едва хватало, чтобы удовлетворять нужды своей красавицы жены. Я мечтал о красивых вещах, которые не мог себе позволить. Вскоре я обнаружил, что владельцы магазинов доверяют мне, разрешая платить по счетам позже. По молодости и в силу беспечности я еще не знал, что тот, кто тратит больше, чем зарабатывает, приобретает опасную привычку потворствовать своим желаниям и тем самым навлекает на себя будущие беды и неприятности. Так что я не стеснял себя в тратах, покупая роскошные вещи для своей жены и нашего дома. Поначалу все складывалось удачно, но со временем я обнаружил, что моего заработка не хватает на жизнь и оплату долгов. Кредиторы начали преследовать меня, заставляя платить за мои экстравагантные покупки, и жизнь моя стала просто невыносимой. Я занимал деньги у своих друзей, но и им не мог возвращать долги. Дела шли все хуже и хуже. Жена моя вернулась в родительский дом, а я решил покинуть Вавилон и искать счастье в другом городе. Последовали 2 года беспокойных и безуспешных скитаний. Я бродил вместе с торговыми караванами, обслуживая торговцев. Вскоре я попал в шайку разбойников, которые грабили невооруженные караваны. Конечно, это было занятие, недостойное сына моего отца, но я смотрел. Нам повезло уже при первом разбое, когда мы захватили богатый караван, перевозивший золото, шелка и прочие дорогие товары. Награбленное мы очень скоро промотали в Генире. Во второй раз нам уже не так повезло. Сразу после налета мы подверглись атаке воинов из местной крепости, которым владельцы караванов платили за охрану. 2 наших предводителей были убиты, а остальных членов шайки отправили в Дамаск, где раздели догола и продали в рабство. Меня купил за 2 серебряные монеты сирийский богатей. Молодой и привлекательный, я выгодно отличался от остальных рабов. Происходящее казалось мне забавным приключением до тех пор, пока новый хозяин не привел меня к своим 4 женам, которым разрешил использовать меня как евнуха. Вот тогда-то я и понял всю безнадежность ситуации. Эти жители пустынь были суровыми и агрессивными, а я был совершенно бесправным перед ними, к тому же безоружным и лишенным возможности сбежать. Испуганный, стоял я перед 4 женщинами, безостенчиво разглядывавшими меня. Я задавался вопросом, стоит ли мне рассчитывать на жалость с их стороны. Сера, первая жена, была старше остальных. Лицо ее оставалось бесстрастным, пока она рассматривала меня. Слегка разочарованный, я отвел от нее взгляд. Вторая жена была соблазнительной красоткой, но тоже смотрела на меня равнодушно, как на истукана. 2 самые молоденькие женщины хихикали, словно их забавляло происходящее. Мне казалось, что прошла вечность, пока я стоял перед ними в ожидании приговора. Каждая из женщин, похоже, ждала, что решение примет другая. Наконец Сера холодно произнесла: «Евнухов у нас много, а вот погонщиков верблюдов не хватает. Сегодня я как раз собираюсь навестить свою больную мать, а у меня нет раба, которому я могла бы доверить своего верблюда. Спроси этого раба, умеет ли он обращаться с Ю». Мой хозяин обратился ко мне: «Что-нибудь знаешь о верблюдах?» С трудом скрывая радость, я ответил: могу заставить верблюда встать на колени, могу нагружать поклажей, могу водить их в дальние походы. Если нужно, могу починить сбрую. Раб держится вполне уверенно, заметил мой хозяин. Если ты так хочешь, Сера, возьми его к себе погонщиком. Так я был отдан в подчинение Сере и в тот же день повел ее верблюда в долгое путешествие к больной матери. При первой же возможности я поблагодарил ее за вмешательство и рассказал, что не рожден в рабстве, что я сын свободного человека, уважаемого мастера из Вавилона. Я многое рассказал ей о себе. Ее комментарии приводили меня в замешательство, и я потом подолгу раздумывал над ее словами. Как же ты можешь называть себя свободным, если твоя слабость довела тебя до такого позора? Если у человека душа раба, он станет рабом независимо от своего происхождения.
Если же у него душа свободного человека, он обязательно станет уважаемым гражданином ПУС. Более года я был рабом и жил среди рабов, но так и не стал похожим на них. Однажды Сера спросила меня, почему по вечерам, когда другие рабы общаются друг с другом, отдыхают, ты сидишь один в своей палатке. На это я ей ответил: я думаю над тем, что вы сказали мне. Задаю себе вопрос, рабская ли у меня душа? Я не могу быть таким, как они, поэтому должен держаться особняком. Я тоже должна держаться особняком, призналась она. У меня было большое приданое, поэтому мой муж и женился на мне. Но он не хочет меня. А для женщины самое главное, чтобы ее хотели. Я нелюбима, к тому же бездетна, поэтому я одна. Будь я мужчиной, я бы предпочла смерть такому рабству, но наше общество так устроено, что рабами становятся и женщины. А что вы теперь обо мне думаете? Неожиданно спросил я. У меня душа раба или свободного человека? У тебя есть желание расплатиться с долгами, которые ждут тебя в Вавилоне? Да, желание есть, но я не вижу возможности сделать это. Если ты и дальше будешь сидеть сложа руки и не предпринимать расплатиться, тогда можно будет твердо сказать, что у тебя душа раба. Никто не может считать себя уважаемым человеком, если он не платит по своим долгам. Но что могу сделать я, раб, да к тому же находящийся здесь, в Сирии? Оставайся рабом в Сирии, если ты такой трус. Я не трус, горячо возразил я. Тогда докажи это. Как? Разве твой царь не бьется с врагом, всеми силами отражая его натиск? Так вот твои долги, твои враги. Они изгнали тебя из Вавилона. Ты струсил перед ними, а они еще больше окрепли. Если бы ты сражался с ними, как подобает мужчине, ты бы победил их и добился уважения среди своего народа. Но у тебя не хватило духу противостоять им, ты зажал свою гордость и превратился в раба. Я много думал над ее жесткими обвинениями, мысленно спорил с ней, но мне так и не удалось донести до нее свои возражения. Спустя 3 дня служанка Сиры отвела меня к своей хозяйке. «Моя мать опять тяжело больна», — сказала она. «Оседлай 2 лучших верблюдов из стада моего мужа. Привяжи мешки с водой и едой, приготовившись к долгому путешествию. Еду возьми у служанки на кухне». Я запряг верблюдов, удивляясь тому количеству провизии, что выдали мне на кухне, ведь до дома матери было не больше суток пути. Служанка села на 2-го верблюда, а я повел верблюда хозяйки. Когда мы пришли к дому ее матери, было совсем темно. Сера отпустила служанку и сказала мне: «Да, Базир, у тебя душа раба или свободного человека?» «Свободного человека», — твердо сказал я. «Пришел твой час доказать это. Твой хозяин сейчас в глубоком запое, а его стража бездействует. Бери этих верблюдов и беги. В этом мешке ты найдешь одежду своего хозяина, чтобы тебя не узнали. Я скажу, что ты украл верблюдов и сбежал, пока я навещала свою мать. У вас душа королевы», — сказал я. «Как бы мне хотелось сделать вас счастливой». В ответ она сказала: «Счастье невозможно для женщины, сбежавшей от мужа. Иди своей дорогой, и пусть боги охраняют тебя во время твоего странствия по пустыне». Меня не нужно было уговаривать. Я тепло поблагодарил ее и скрылся в ночи. Я совсем не знал этой чужой страны и не имел ни малейшего представления о том, в какой стороне находится Вавилон, но тем не менее упрямо двинулся вперед по пескам. На одном верблюде я ехал верхом, другого вел за собой. Всю ночь я шел по пустыне и весь следующий день, подстегиваемый страхом быть пойманным как беглый раб, укравший хозяйское добро. К вечеру 2-го дня я достиг каменистой пустыни. Острые камни ранили копыта моих верных верблюдов, и вскоре они едва плелись от усталости и боли. На всем пути мне не встретилось ни живой души, и я даже не мог понять, как далеко простирается эта необитаемая земля. Такого мучительного путешествия не пожелал бы я и недругу. День за днем мы шли по пустыне. Еда и вода давно кончились. Солнце палило нещадно. К концу 9-го дня пути я еле сполз с верблюда, чувствуя, что совсем ослаб и вряд ли смогу вновь оседлать его. Мне казалось, что я так и умру в этой заброшенной стране. Я вытянулся на земле и уснул, проснувшись лишь с первым лучом солнца. Я сел и огляделся по сторонам. Утренний воздух был свеж. Мои верблюды лежали неподалеку от меня. А вокруг раскинулась необъятная земля, покрытая камнями, песком и колючей растительностью, без признаков воды, пищи и жизни. Неужели мне был уготован такой конец?
Мысль моя работала ясно и четко, как никогда. Тело как будто существовало отдельно от нее и уже не имело большого значения для меня. Мои потрескавшиеся и кровоточащие губы, сухой вспухший язык, голодный желудок – все осталось в агонии последних дней. Я вновь оглядел неприветливую местность, и опять ко мне вернулся прежний вопрос. У меня душа раба или свободного человека? И тут же со всей ясностью осознал, что будь у меня душа раба, я бы сдался, лег в пустыне и умер, вполне подходящий конец для беглого раба. Но если у меня душа свободного человека, что тогда? Разумеется, нужно заставить себя двигаться в Вавилон, вернуть долги людям, которые доверяли мне, принести счастье любящей жене, покой и радость родителям. Твои долги, твои враги, которые изгнали тебя из Вавилона, говорила Сера. Да, она права. Почему я бежал от трудностей? Почему позволил своей жене уйти к отцу? И тут произошло нечто странное. Мир вдруг предстал передо мной в совершенно ином свете, как будто убрали тот цветной камень, сквозь который я до этого взирал на происходящее. Мне открылись истинные ценности. Умереть в пустыне. Нет, только не это. По-новому взглянув на мир, я понял, что должен делать. Прежде всего мне нужно было вернуться в Вавилон и предстать перед каждым, кто давал мне в долг. Я скажу им, что через боль и страдания я пришел вернуть долги, так скоро, как это позволят мне боги. Потом я верну свою жену и стану человеком, достойным уважения своих родителей. Мои долги, мои враги, но мои кредиторы, мои друзья, потому что верили мне и доверяли свои сбережения. С трудом поднялся я с земли. Что значил голод? Что значила жажда? Всего лишь мелкие неприятности на пути в Вавилон. Во мне проснулась душа свободного человека, полного решимости вернуться и сразиться со своими врагами. Я весь дрожал от радостного возбуждения. Мутные глаза моих верблюдов просветлели, стоило им заслышать новые нотки, зазвучавшие в моем хриплом голосе. С большим трудом, после многочисленных попыток, они все-таки встали на ноги. Превозмогая боль и усталость, они повели меня на север, туда, где, как мне подсказывал внутренний голос, должен был находиться Вавилон. Мы нашли воду. Мы дошли до земли, где были трава и фрукты. Мы отыскали дорогу на Вавилон, потому что душа свободного человека стремится найти выход из любого положения, в то время как душа раба лишь жалобно скулит, что делать мне, несчастному рабу. Ну а что ты скажешь, Таркат? Пустой желудок заставил твою мысль работать. Ты готов встать на путь, который ведет к самоуважению. Предстал ли тебе мир в истинном свете? Желаешь ли ты вернуть долги и вновь стать уважаемым в Вавилоне человеком? Глаза юноши увлажнились. Он с готовностью поднялся с колен. Ты открыл мне глаза. Я уже чувствую, как во мне просыпается свободный человек. Но как ты повел себя, вернувшись в Вавилон? Спросил заинтересованный слушатель. Если есть решимость, всегда достигнешь цели, ответил Дебазир. В первую очередь я навестил каждого, кому был должен, и попросил прощения, твердо пообещав расплатиться при первой же возможности. Большинство моих кредиторов встретили меня радушно. Правда, были и те, кто принял меня в штыки, но многие все-таки предлагали помощь. Среди них был Матон, ростовщик. Узнав, что я был погонщиком верблюдов в Сирии, он послал меня к старику Небатуру, торговцу верблюдами, которому царь приказал купить большие стада породистых верблюдов для великой экспедиции. Работая с Небатуром, я мог применить свои знания. Постепенно я вернул все свои долги до последней монеты. И наконец смог гордо смотреть людям в глаза и чувствовать себя уважаемым человеком. И вновь Дебазир вернулся к своей еде. «Каскор, ты змей!» — громко крикнул он, так чтобы услышали на кухне. «Еда совсем холодная. Принеси-ка мне еще мясо, да прямо с огня. И приготовь большую порцию для Таркада, сына моего старого друга. Он голоден и будет есть со мной». Так закончилась история Дебазира, торговца верблюдами из Старого Вавилона. Он нашел себя, открыв великую правду, которая была известна мудрым людям с незапамятных времен. Эта правда помогала людям выходить из трудностей и вела их к успеху. Она продолжает служить и тем, кто понимает ее магическую силу. Если есть решимость, всегда достигнешь цели. С вами был канал Знания есть богатство. Если вам понравилось видео, ставьте лайк или дизлайк. Ответьте, пожалуйста, на вопрос, был ли у вас в жизни такой переломный момент, или поставьте плюс. До скорой встречи!